Сейчас много разговоров ходит о том, кто станет преемником Владимира Путина и когда это произойдет. Прогнозами и инсайдами, на мой взгляд, заниматься тут не в тему. Разве что можно сказать, что наибольшие шансы по умолчанию имеет премьер-министр. Потому что в случае внезапного прекращения президентства Путина, в случае смерти, тяжелой болезни или отстранения от власти, именно премьер становится исполняющим обязанности. После чего в течение 3 месяцев должны пройти президентские выборы. Это все записано в 92-й статье Конституции. Но почему имеет смысл смотреть на нашу высшую бюрократию и вообще рассуждать о том, кто мог бы стать автором перемен? Ведь мы много раз говорили о 2 принципиальных обстоятельствах. Во-первых, о том, что в нашей системе не может быть преемника в принципе. Все группы интересов заточены на поедание друг друга. Во-вторых, о том, что единственное чувство, которое сейчас испытывает каждый человек в окружении Путина, когда спецслужбы заточены на поиск врагов и предателей, это страх. Всепоглощающий и парализующий волю страх. Из сегодняшней точки, говоря откровенно, совершенно не видно, кто, а главное как, смог бы отстранить Владимира Путина, формально или фактически. Однако надежда на какую-то демократическую трансформацию есть, ибо из истории мы знаем, что обычно демократии рождаются, когда диктатор совершает фатальную для себя ошибку. Например, кто-то из диктаторов, уверовав во всенародную любовь, решает провести честное голосование вдруг и проигрывает его. Так было в Чили, где Августо Пиночет, который провел плебисцит по продлению своего правления еще на 8 лет, не стал подделывать результаты и даже ограниченно разрешил агитацию против. И проиграл. А проиграв, через 2 года вынужден был уйти с поста президента. Кто-то на старости лет назначает в качестве преемника скрытого идейного демократа. Так было в Испании, где Франциско Франко назначил будущим королем Хуана Карлоса, который должен был продолжать его курс, но сразу после смерти Франко его преемник Карлос предательски принялся за демонтаж диктатуры. Ну а кто-то, как Владимир Путин, решает начать провальную военную авантюру. Классический пример диктатора, совершившего такую ошибку, Леопольдо Гальтьери в Аргентине. Чтобы вернуть свою популярность, он попытался забрать у Британии Фолклендские острова, переданные ей век назад. Но войну Великобритания выиграла, и через 3 дня из-за давления армии Гальтьери ушел в отставку. Похожее было в Греции, где военная диктатура черных полковников поддержала переворот на Кипре, который, в свою очередь, привел к власти хунту греческих националистов, которых в шутку назвали черными майорами. Переворот не понравился Турции, тогда она вторглась на остров, черные майоры оказать сопротивление турецкой армии не сумели, и это привело к захвату северной части острова и краху обеих хунт и на Кипре, и в Греции. На войне спотыкается так много диктаторов, потому что у многих из них за годы лизоблюдства и подхалимажа появляется профессиональное заболевание в виде сверхуверенности. Поэтому, ввязываясь в военную авантюру, они оценивают свои шансы выйти из нее победителями неадекватно высоко. Особенно привлекательной диктаторам война кажется в моменты кризиса. Ведь война позволит усилить цензуру, чтобы на время заткнуть рты недовольным, и пробудить в гражданах патриотический кураж, что можно будет использовать для борьбы с политическими оппонентами. И диктатор, уверовавший в собственную исключительность, развязывает войну, а затем проигрывает ее. Вот тогда еще вчера лояльные элиты с поддержкой населения, которому вчера обещали победу, выходят против проигравшего диктатора, и вся авторитарная система, которая складывалась годами, рушится. До войны ведь режиму Владимира Путина, вообще говоря, ничто не мешало нормально жить. Да, как любой персоналистский режим, он в любом случае был бы обречен, потому что не пережил бы единственную персоналию. У него не было будущего. Но это не баг, а фича. Если будущего нет, то всегда можно жить одним днем и решать проблемы, не ориентируясь на долгосрочные последствия, за счет будущего. Например, можно заморозить пенсионные накопления граждан и зачислить их в бюджет, потому что деньги в бюджете нужны прям нам и сегодня, а разрушенная накопительная система пенсии станет проблемой не для нас и потом. Замедленный экономический рост оставался проблемой России как государства, но никак не режима Путина. У режима же, напротив, было все, о чем можно мечтать. Сверхдоходы от экспорта энергоносителей, макроэкономическая стабильность,
2 федеральных бюджета в резервах, огромный аппарат насилия, способный подавить любой протест и разгромить любую политическую организацию. Были послушные и контролируемые СМИ, сверхмонополизация экономики, которая делает почти каждый бизнес зависимым от государства. Был полный контроль электоральной системы, который отсеет всех, кто для режима опасен и покушается на власть. Отсеет, причем еще на дальних подступах, задолго до того, как они там попадут в бюллетень или с кем-то поконкурируют. А главное, была политическая элита, которую все совершенно устраивало. При всех рисках, которые ей создает режим, при всем том, что поражение в аппаратной борьбе может привести в СИЗО, а следом и в колонию на долгие годы, но все равно все эти риски не отменяли главного факта. Ни при какой другой власти они не смогут обогащаться так. Ни при какой другой власти федеральный министр с главой госкорпорации не будут обсуждать взятку в $2 миллиона. То есть зарплату американского президента за 5 лет. Причем обсуждать так, как будто это планы на совместный ланч. Тем людям, от которых зависел этот режим, он позволял страшно обогащаться, причем начиная с достаточно невысокого уровня. Например, важен же не сам факт владения Дмитрием Песковым часами за $500 000. Важно то, что Дмитрий Песков всего лишь пресс-секретарь. Это не бог весть какой чиновник и не бог весть какая должность. Ни министр, ни губернатор. Так вот, должность без собственных бюджетов, без полномочий. Но даже Песков может позволить себе аксессуар. Просто аксессуар. Ни дом и ни яхту. Часы. По цене 2 годовых зарплат премьер-министра Израиля. Конструкция российского государства, конечно, не была долговечна, но в моменте до предела устойчива. Бешеный поток бесплатных денег, адекватная экономическая политика, мощнейший аппарат насилия, а главное – элита, которая просто не может быть чем-то недовольна, которая живет так, как не жила никогда до Путина и не сможет жить никогда после него и ни с кем. Есть, говоря по-русски, ничего не просила. В режиме консервации можно было спокойно бы протянуть еще лет 10, может быть даже 15. Конечно, после отметки в 80 лет Владимира Путина возникли бы некоторые вопросики. Вечно же он жить не будет, и придется что-то делать. Но что эти 80 лет для системы, живущей одним днем? Они за пределами горизонта планирования, это через 10 лет там вообще. Очевидно, есть какая-то мрачная историческая логика в том, что такая система не может просто жить день за днем. Что не может она просто гнить себе внутри и все. Что обязательно ей нужно устроить что-то эдакое, ввязаться в какую-то авантюру. Ведь чем занята эта война? Она разрушает все, на чем наш режим стоял. Она лишает его сырьевой базы. Можно много говорить о нерешительности и непоследовательности европейских правительств в деле введения санкций, и это будет правдой. Но правда еще и в том, что доля «Газпрома» на поставках газа Евросоюзу действительно уполовинилась. Правда в том, что своими ответными действиями на санкции, останавливая «Северный поток», сжигая газ на границе с Евросоюзом, Путин теряет сотни миллионов долларов, которые складываются в миллиарды, попутно теряя еще и репутацию адекватного поставщика. Правда, что самое главное, в том, чем бы ни закончилось все этой зимой, Россия потеряет европейский энергетический рынок, как по нефти, так и по газу. И потеряет навсегда, потеряет минимум четверть всех своих экспортных доходов. Вышедшие сегодня в Блумберге данные из доклада правительства России о влиянии санкций на экономику совсем не учитывали личного безумия Путина в газовом шантаже Европы. И несмотря на это, данные прогнозируют минимум 3 года тяжелейшей рецессии в России, основной удар которой придется на 23 и 24 годы. А значит, война – это еще и спад уровня жизни. Не стагнация и постепенное уменьшение реальных доходов, которые мы видели последние годы, а реальное, видимое всеми, падение. Война – это моментальный рост расходов на все. Каждый день нужно за нее платить. Каждый день нужно выплачивать компенсации пострадавшим и погибшим, строить новую и восстанавливать поврежденную технику. Нужно сдерживать оккупированные территории и содержать их как-то. Пуще прежнего надо раздувать аппарат полицейского насилия. Расходы государства будут расти все более
драматичными темпами и образом. А главное, 24 февраля правящая элита России из рая премиального потребления упала в мир, где их счета, квартиры, виллы, яхты остались в странах, куда им въезд теперь закрыт. Где, болтая на кухне, им приходится фильтровать слова из страха сойти за врага или предателя. И это все при том, что полгода назад, казалось, еще 10-15 лет у них имеются, чтобы понаслаждаться отдыхом в собственном доме на Лазурном берегу. К тому же, когда доходы падают, а расходы растут, для правящей бюрократии это значит еще кое-что. Это значит сокращение ресурсного пирога, сокращение объема денег, которые можно делить, а значит рост уровня насилия внутри самой элиты. Речь не только о постоянном поиске врагов и предателей, но о бесконечной войне всех против всех в борьбе за оставшиеся ресурсы. При этом у каждого представителя элиты есть понимание, что единственная причина всех бед – один человек без системы сдержек и противовесов. Человек, который, руководствуясь не рациональными рассуждениями и соображениями, а старческими бреднями об угрозе НАТО, однополярном мире и национальном единстве, решил вторгнуться в соседнюю страну. Сейчас им должно стать ясно, что демократия, сменяемость власти и разделение властей – это не требования городских сумасшедших, а реально полезные институты, которые России было бы неплохо завести. По факту сейчас элита доведена до ручки, по крайней мере, та ее часть, что не разделяет энтузиазма идей о русском мире. Это примерно все. И эта часть должна хотеть демократических преобразований в стране. Ведь они увидели, что бесконтрольное наделение ресурсами одного человека не приведет к благоприятному результату для них. Что касается персоналей, то претендентов у нас немало. Есть Сергей Собянин, не просто мэр Москвы, что делает его политиком на второй выборной должности в стране, но глава влиятельнейшего клана, под контролем которого не только Москва, регион с крупнейшим в стране бюджетом, но и Тюменская область, главный добытчик энергоносителей. Есть формальный второй человек, премьер-министра Михаил Мишустин, который станет исполняющим обязанности главы государства, как мы уже говорили, если с Путиным вдруг что-то случится. И есть Сергей Кириенко, глава внутриполитического блока, главный гражданский бюрократ, которому подчинена вся не управленческая, но политическая вертикаль, который был премьер-министром. Дмитрий Медведев, пусть занятый исключительно самоунижением, но все-таки бывший президент. Это единственный живой человек, который уже был во главе государства. Причем его правление из сегодняшнего дня выглядит каким-то золотым веком, эпохой процветания и свободы. Отчасти поэтому он себя до такой степени публично унижает. Не дай бог кто-то заподозрит в нем амбиции. Но имена и фамилии не настолько важны, как может показаться. Самая большая ошибка в рассуждениях такого рода – поиск среди правящей элиты или влиятельных групп интересов каких-то неведомых либералов. Забудьте это слово вообще для данного контекста. Не выживают в такой системе люди с убеждениями, причем неважно какими – либеральными или коммунистическими или хоть фашистскими. Никто там не мыслит идеологическими категориями, будь это Золотов, Кириенко или Собянин. Все они оказались там, где оказались благодаря одному единственному качеству – умению приспособиться. Это не персонажи 19 века, это персонажи Generation P Пелевина. Им что газировку рекламировать, что этнические чистки проводить. Хорошая новость заключается в том, что это все не важно. Личные взгляды, а точнее их отсутствие у участников системы, никак не будут связаны с теми реформами, которые им придется делать. Михаил Сергеевич Горбачев не был врагом советской системы, наоборот, он ее органический продукт, прошедший всю вертикаль от пионерского отряда до политбюро. Антисоветскими воззрениями заразиться ему было неоткуда. Более того, Горбачев – креатура главы КГБ Андропова, главного силовика и главного же консерватора на вершине советской власти. Горбачев делал реформы не потому, что они были близки его сердцу, а потому, что он возглавил пришедшее в тупик государство. Государство, которое было на грани банкротства. Государство, которое не могло жить так, как привыкло, и так, как жило. Любой человек и любой клан, любая группа интересов, которая придет после Путина, причем как угодно, получит страну, глубоко увязшую в войне, получит страну в изоляции, страну, у которой больше нет бесплатных денег, и единственным из этого выходом будут те реформы, которые мы назовем либеральными.
Примерно так же, как стало понятно советским элитам после смерти Сталина, станет понятно и российским. Понятно, насколько опасна концентрация власти, как важно распределить ее максимально адекватным слоем, что единственный выход из убийственного положения страны-изгоя – это отмена репрессивных законов, освобождение политических заключенных и проведение прозрачных выборов. Именно поэтому конкретные личности не очень важны. Важен тот круг задач, с которым столкнется любой человек, который придет после Путина. А столкнется он именно с тем, что есть на то его воля или нет. Но демократизация неизбежна. До завтра.